Давайте начнем с самого эпичного провала последних лет – великого русского блицкрига. План был простой, как двери сортирные. Зайти в Украину, за 3 дня захватить Киев, ну и потом сказать всему миру: «Сидите ровно, это наша империя». Путин с умным видом втирал про денацификацию, про братский народ и прочую херню. Видимо, верил, что украинцы выйдут с хлебом, солью встречать русские танки. Ну а на деле русская армия уперлась в свой собственный гениальный план. Уже со старта. Киев не пал. Украинцы не капитулировали. Вместо парада в центре Киева колонны сгоревшей техники и тела освободителей на обочинах. Операция «Блицкриг» стала блицкрахом. Вместо 3 дней, 3,5 года войны, конца которой пока что не видно. А самое смешное, как эта гениальная стратегия повлияла на НАТО. Помните, Путин рассказывал, что ему нужно меньше НАТО у границ? Ну так, поздравляю. Теперь НАТО буквально стоит у забора под Питером. Финляндия в альянсе, Швеция в альянсе. Североатлантический блок, который Макрон называл «мозг мертв», ожил и вполне себе бодро покупает танки и ПВО. Германия создает специальные фонды на сотни миллиардов. Польша вагонами закупает «Абрамс» и корейские танки. Итог. Путин хотел меньше НАТО, получил больше НАТО. Хотел меньше оружия у соседей. Получил гонку вооружений. Хотел унижения для Украины. Унизил сам себя. Вот вам и первая глава учебника под названием «Как просрать империю». А я рад приветствовать вас на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы не по-детски разбираем все то, что обычно предпочитают замалчивать. Без цензуры, но с холодным сарказмом и жесткими фактами. Если любишь такие разборы, не забудь подписаться, поставить лайк и бахнуть колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А если не любишь, все равно подпишись. Полезно ведь бывает иногда выслушать чужое мнение перед тем, как его ненавидеть. Окей, дальше у нас эпопея про газовое оружие, которое выстрелило себе в ногу. В Москве всерьез верили, что если перекрыть вентиль, Европа на коленях приползет умолять о прощении. Мол, без нашего газа вы не переживете зиму, замерзнете и сдадите Украину. На деле вышло как всегда. План был гениальный, а реализация по-русски. Европа, конечно, охуела сначала от ценников, но вместо паники начали резко шевелиться. Закупили СПГ по всему миру, заполнили хранилище под завязку, сократили потребление и прожили зиму. Не скажу, что без трудностей, но явно лучше, чем российская армия свой контрнаступ. В цифрах. Зависимость Европы от российского газа упала с почти 45% до 15% за год. «Газпром» остался с факелами, которые весело сжигали газ на границе. Для богов, наверное. Ущерб при этом – миллиарды долларов недополученной выручки. Итог этого плана по заморозке Европы. Европа не капитулировала. Экономики адаптировались. «Газпром» потерял крупнейший рынок и кормушку. То есть Путин хотел поставить ЕС на колени, а остался без бабла и без влияния. Настоящий гроссмейстерский ход. Ничего не скажешь. В учебнике по саморазъебу это прямо отдельный параграф. Ладно, Европа послала лесом газовый шантаж. Ну а в Кремле такие: не страшно, у нас же Восток. Братский Китай, дружелюбная Индия. Китай и Индия, конечно, санкции не ввели, зато устроили распродажу на российские ресурсы. Нефть и газ? Пожалуйста, но со скидочкой 20-30%, а то и больше. За 2022-2024 годы Китай сэкономил на этой халяве больше 15 миллиардов баксов. Индия – еще десятку. То есть вместо того, чтобы наказать Запад, Россия спонсировала экономический рост Пекина и Дели. А эти друзья в ответ что? Инвестировать? Боятся вторичных санкций. Дать технологии? Разве только старье и под серыми схемами. Прийти на допомогу? Да они сами закупают западное оборудование, пока Россия сидит под эмбарго. В итоге Китай видит Россию как сырьевую кормушку. Качают газ, нефть, уголь за копейки. И в ус не дуют. Инвестиционный бум, о котором вещали кремлевские аналитики. Да хуй там. Китайские вложения 0,3% от их общего портфеля инвестиций. А Индия? Ну да, нефть берет рекордными объемами, но и в дружбу особо не клянется. Балансирует как цыган на канате, выбивая себе лучшие цены. Итог. Восточные друзья оказались не союзниками, а покупателями на распродаже. Никто не собирается вытаскивать Россию из дерьма просто так. Все только за кэш. И с максимальной выгодой для себя.
Вот это поворот, ага. И врагу не пожелаешь. Вот реально, если бы лицемерие светилось, Кремль бы и ночью светился. Давайте посмотрим на факты. Когда Генассамблея ООН голосовала за требование вывести войска из Украины, против проголосовали целых 7 стран. Сирия, КНДР, Эритрея, Беларусь, Никарагуа, Мали и сама Россия. Коалиция мечты. Элита мировой дипломатии. Зато союзники по ОДКБ и ЕС – Казахстан, Армения, Узбекистан – эти как раз старательно дистанцируются. Казахи официально говорят: мы чужие земли признавать не будем. Армяне злятся, что Москва их кинула при первом удобном случае. Даже бульба-фюрер Лукашенко и тот хитрожопо маневрирует, чтобы не отправлять солдат. А помнишь эти позорные экономические форумы в Питере, там, где раньше были Макрон, Меркель и главы МВФ? Теперь сидит Талибан. На ПМФ 2025 года. Почетный гость, Индонезия. Все. Вот и весь глобальный юг, который якобы спешит дружить. Китай? Ну да, фоткается. Но чтобы не под санкции, официально инвестирует мизер. Индия балансирует. Друзья, ровно до той степени, пока есть скидки на нефть. В итоге Россия – токсичный партнер даже для бывших друзей. Конечно, влезать в конфликты с Западом ради Кремля – да ну нахуй. Это и есть вся изоляция с треском провалилась. На практике Россия сама себя изолировала, причем с таким успехом, что даже союзники стараются делать вид, что они тут ни при чем. Ну и как же тут обойти главную визитку русского мира – их армию? Официально вторая армия мира. По факту вторая армия по потере техники, личного состава и, прости господи, достоинства. Помнишь этот пафосный тон? Наша армия непобедимая. Так вот, непобедимая так воюет, что у мобиков цепи на ногах, чтобы не убежали. Закупки боеприпасов у КНДР. Зэки из колоний в штурмовых волнах. Командиры, которые пытаются штурмовать позицию с лопатой в руке. И это все ради чего? Ради метра грязи под Бахмутом, ради разрушенного Мариуполя, который даже самим восстановить нечем, ради освобождения деревень, которые потом за месяц отдают обратно. А потери? Официально их нет. Неофициально цифры уже перевалили за 1 000 000. Могилизация? Да пожалуйста, любой желающий может поймать повестку на улице. Подарок родным – вонючий мешок с грузом 200 и бумажка о компенсации. Вторая армия мира показала всему миру свой настоящий уровень. Не техника и не стратегия, а мясорубка из собственных граждан. В итоге Россия не увеличила свой военный престиж. Она его похоронила. На экспорт пошли не победы, а позорные видео мобиков в болотах и колонны подбитой техники. Имперская гордость? Ну да. Гордость за то, как классно умеем класть свой народ ради бесполезных метров земли. И, наконец, давай скажем спасибо Путину за его выдающийся вклад в развитие западной экономики. Особенно военной. Вот кто реально должен ему поставить памятник – это Lockheed Martin, Raytheon, Rheinmetall и прочие ребята из оборонки. Потому что российское вторжение в Украину стало лучшей рекламной кампанией западного оружия за последние 30 лет. Бесплатной, кстати. США уже официально отчитались. Рекордные контракты на экспорт вооружений. Только в 2024 финансовом году больше 300 миллиардов долларов. Пентагон не успевает штамповать химарс и ракеты. Европейские заводы работают в 3 смены. Поляки скупают танки как семечки. Немцы открывают новые фонды на сотни миллиардов. Шведы, финны, французы – все бросятся модернизировать армию. Спасибо, Вован сам себе поджег жопу и нас сплотил. Причем вся эта гонка вооружений на долгие годы вперед. Кому спасибо? Кремлю. Ведь кто бы еще смог за пару лет так наглядно доказать, что без серьезного оружия на восточных границах Европы может начаться пиздец. На этом фоне особенно смешно слушать вопли про денацификацию и борьбу с милитаризмом НАТО. Вы хотели меньше НАТО, получили его под боком и с самыми жирными складами. Вы хотели, чтобы Европу трясло от страха, теперь Европа инвестирует в танки и ракеты, как в ипотеку. В итоге Россия не просто провалила свой шантаж, она подарила Западу самый сладкий подарок – миллиардные контракты на оружие и мотивацию качать военную машину дальше. Гениальный ход. Многоходовочка уровня «отлично обосрались». Короче, давай подведем итог этой грандиозной многоходовочки.
Россия хотела восстановить империю, хотела показать свою мощь, хотела наказать Запад и заставить всех уважать себя. Что в итоге? НАТО выросло и укрепилось. Европа отказалась от российского газа и заморозила «Газпром». Восточные друзья сосут ресурсы по скидкам и плюют на союзничество. Бывшие партнеры по СНГ и ОДКБ дистанцируются как от чумного. Экономика под санкциями и в минусах. Армия – мемный позор на весь мир. А западный ВПК получает миллиарды от продажи оружия всем, кто теперь боится России. Имперская риторика кончилась позором. Вместо возвращения былой славы – глобальное унижение и статус страны-изгоя. Россия не просто проигрывает войну, она просирает собственное будущее. Причем делает это настолько последовательно и талантливо, что, честно говоря, в учебниках по саморазъебу можно будет посвятить отдельную главу под названием «Как просрать империю за пару лет. Российский опыт». Так что вот он, финал. Не триумф, а распродажа остатков величия по цене нефти со скидкой для Китая. Не новая империя, а токсичная бензоколонка с ядерной дубинкой. И все это своими же руками. Ну а вы были на канале Утилизатор реальности. Если досмотрел до конца, красавчик. Лайк, подписка, комментарий. Все это помогает продвигать такие видео в рекомендации, а значит, еще больше людей услышат то, о чем обычно молчат. Так что не ленись, поддержи контент, если он тебе зашел. До встречи в новых выпусках. Всех обнял, берегите себя.